Урок 1. Путешествие по изучению языка. Привет, Анна. Как проходит твой путь к изучению языка? Привет. До сих пор все было отлично. Я начал учиться у вас 13 ноября. Это просто фантастика. Как вы ежедневно занимаетесь английским языком? Что ж, я слушаю 10 историй каждый день и изучаю новые слова. Это разумный подход. Как вы оцениваете свой прогресс? Я буду отслеживать, сколько времени мне потребуется, чтобы закончить этот курс, и каких успехов я добьюсь. Постановка целей и отслеживание прогресса имеют решающее значение. К какому успеху вы стремитесь? Я хочу свободно разговаривать и легко понимать носителей языка. Это впечатляющая цель. Заметили ли вы улучшения? Определенно. Я лучше понимаю сложные предложения и увереннее выражаю свои мысли. Это замечательно. Продолжайте в том же духе. Ваше руководство сыграло неоценимую роль в моем учебном путешествии. Спасибо. Я рада это слышать. Помните, что последовательность и практика – ключ к успеху. Совершенно верно. Я буду продолжать усердно работать над достижением своих целей в изучении языка. Не сомневаюсь, что вы добьетесь успеха. Продолжайте в том же духе. Спасибо за поддержку. Я полна решимости полностью раскрыть свой потенциал. Я в тебя верю. Продолжайте работать над собой, и вы добьетесь больших успехов. Я ценю вашу поддержку. Я сделаю все, что в моих силах. В этом и заключается дух. Не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна помощь. Не буду. Ваше руководство было бесценно. Еще раз спасибо. Добро пожаловать! Приятно участвовать в вашем учебном путешествии. Урок 2. Ночное обучение. Привет, Анна. Вы слышали о ночном обучении? Привет. Ночное обучение. Что это такое? Это увлекательная концепция, в которой вы учитесь во время сна. В самом деле, как это работает? Что ж, считается, что ваше подсознание может усваивать информацию во время сна. Это невероятно. Можно ли на самом деле выучить язык таким образом? Некоторые исследования показывают, что вы можете улучшить изучение языка во сне. Это потрясающе. Как я могу включить это в свою программу изучения языка? Один из способов – слушать аудиоуроки или истории во время сна. Итак, это все равно, что учиться во сне или слушать во сне. Да, именно так. Это способ максимально использовать ночные часы. Звучит интригующе. Есть ли какие-либо конкретные методы, которым мне следует следовать? Рекомендуется использовать наушники и воспроизводить записи на низкой, успокаивающей громкости. В этом есть смысл. Это не должно мешать моему сну. Правильно. Кроме того, важно просматривать один и тот же материал, когда вы бодрствуете. Таким образом,
Это дополнение к обычной практике изучения языка. Точно. Это может подкрепить то, что вы узнали в часы бодрствования. Мне не терпится попробовать. Как вы думаете, это улучшит мои языковые навыки? С этим стоит поэкспериментировать. Опыт каждого может отличаться. Мне не терпится увидеть, окажет ли это положительное влияние на мой языковый рост. Имейте в виду, что это всего лишь один из многих инструментов для улучшения языка. Конечно, я буду продолжать активно практиковаться, изучая эту технику ночного обучения. Это правильный подход. Балансировка различных методов ускорит ваш прогресс. Спасибо, что познакомили меня с этой концепцией. Это действительно увлекательно. Добро пожаловать! Я всегда здесь, чтобы поделиться интересными идеями по изучению языка. Урок 3. Американская мечта. Привет, Анна. Как прошел твой день? Привет, Джон. Сегодня был хороший день. Как насчет твоего? Все прошло отлично. Спасибо. Я хотел бы искренне поблагодарить вас за вашу преданность изучению английского языка. Вы слишком добры. Я просто изо всех сил стараюсь стать лучше. Вы добились невероятных успехов. Мне нравится, как вы естественным образом используете фразы и выражения. Это очень много значит для вас. Ваши языковые навыки впечатляют. Спасибо за добрые слова. За эти годы я много практиковался в разговоре на английском языке. Я хочу научиться свободно говорить на американском английском. У вас есть какие-нибудь советы для меня? Конечно. Главное — погружение. Смотрите американские фильмы и сериалы и слушайте носителей языка. Отличная идея. Это также поможет мне лучше понять культуру. Совершенно верно. Кроме того, старайтесь общаться с носителями английского языка. Для меня это может быть немного сложно. Я из Украины. Не волнуйтесь. Вы можете присоединиться к программам языкового обмена или найти собеседников в интернете. Это хорошие предложения. Я займусь этим. Какие-нибудь другие советы? Тренируйте произношение и интонацию. Это поможет вам больше походить на носителя языка. Я над этим поработаю. Спасибо за все ваши рекомендации. Добро пожаловать! Я здесь, чтобы помочь вам в изучении языка. Я очень благодарна за это. Я полон решимости достичь своих американских англоязычных целей. Не сомневаюсь, что вы добьетесь успеха. Продолжайте в том же духе и никогда не сдавайтесь. Урок 4. Уточнение коммуникации. Привет, Анна. Я заметил, что вы что-то упомянули о предыдущем разговоре. Не могли бы вы предоставить более подробную информацию? Привет. Конечно. Я хотел сказать, что ценю ваши советы, но иногда мне попадаются незнакомые слова или выражения. Понимаю. Важно иметь четкое представление о передаваемой информации. Можете ли вы привести пример слова или выражения, которые показались вам сложными?
В предыдущем разговоре вы использовали фразу «языковый рост». Я не знаком с этим термином. Ах, понятно. Лингвистический рост означает развитие и улучшение языковых навыков с течением времени. Спасибо за объяснение. Теперь в этом есть смысл. Есть ли другие фразы или слова, которые вы могли бы мне пояснить? Конечно. Не стесняйтесь спрашивать обо всем, что вас сбивает с толку или незнакомо. Отлично. В предыдущем разговоре вы упомянули ночное обучение. Что именно это значит? Под «ночным обучением» понимается концепция обучения во время сна, в частности путем прослушивания учебных материалов или языковых записей. Звучит интересно. Я вижу, как это может быть полезно. Спасибо за объяснение. Добро пожаловать! Помните, что эффективная коммуникация необходима для изучения языка. Совершенно верно. При необходимости важно обратиться за разъяснениями. Я ценю твое терпение. Совсем без проблем. Я здесь, чтобы помочь вам в изучении языка. Не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужны разъяснения или помощь. Спасибо. Ваша поддержка и желание прояснить ситуацию очень много значат для меня. Я рада это слышать. Давайте продолжим наши разговоры и вместе улучшим свой английский. Урок 5. Безопасные дороги. Привет, Анна. Я кое-что заметила по дороге сюда. Приятно видеть, как кто-то соблюдает правила дорожного движения и проявляет внимательность. Привет. Да, здорово, когда люди следуют правилам. Определенно, это делает дорогу безопаснее для всех. Абсолютно. Если водители внимательны и соблюдают правила дорожного движения, это снижает риск дорожно-транспортных происшествий. Важно уделять приоритетное внимание безопасности на дороге. Давайте последуем их примеру и будем ответственными водителями. Конечно, давайте приложим все усилия, чтобы соблюдать ограничения скорости и правильно использовать наши индикаторы. И давайте не будем забывать уступать пешеходам и при необходимости предоставлять им право проезда. Это очень важно. Пешеходы должны чувствовать себя в безопасности, переходя дорогу, зная, что водители будут уважать свое пространство. Также важно избегать отвлекающих факторов во время вождения, таких как использование телефонов или прием пищи. Безусловно, отвлекающие факторы могут привести к несчастным случаям. Давайте сосредоточимся на дороге и позаботимся об окружающей среде. А если мы сталкиваемся с лихачами, лучше сохранять спокойствие и избегать агрессивного поведения. Согласен, лучше уделять приоритетное внимание нашей безопасности и сообщать властям о любом опасном поведении за рулем. Будучи ответственными водителями, мы вносим свой вклад в создание более безопасных и приятных условий вождения для всех. Именно наши действия на дороге могут оказать положительное влияние на общество в целом. Давайте подадим хороший пример и посоветуем другим соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными водителями. Вместе мы можем изменить мир к лучшему. Давайте отдадим приоритет безопасности и уважению на дороге. Я рад, что у нас такое же мышление. Давайте и дальше будем внимательными и ответственными водителями. Совершенно верно.
Это коллективные усилия по повышению безопасности дорог. Спасибо за добросовестный водитель. Урок 6. Индивидуальная интерпретация. Привет, Анна. Я читала об истории Библии и о том, как возникли разные взгляды на ее интерпретацию. Привет. Это интересно. Для людей важно иметь возможность самостоятельно прочитать Библию. Совершенно верно. В прошлом римско-католическая церковь считала, что священники должны толковать Библию для людей. Это другой подход. Когда люди могут свободно интерпретировать Библию лично, это вдохновляет. Действительно, личная интерпретация позволяет глубже увязать текст и понять его. Это также поощряет критическое мышление и изучение различных точек зрения. Это правда. Когда люди сами интерпретируют Библию, они могут сформировать свои собственные духовные убеждения. Важно уважать разные интерпретации и понимать, что люди могут найти смысл в разных отрывках. Именно так. Прелесть персонального устного перевода заключается в том, что он позволяет придать тексту более индивидуальную и содержательную связь. Это также побуждает людей участвовать в обсуждениях и делиться своими мыслями с другими. Отличное замечание. Обсуждения могут углубить наше понимание и расширить перспективы. Интересно, как интерпретации могут различаться в разных культурах и традициях. Совершенно верно. Это свидетельство богатства и сложности Библии как священного текста. Персональный перевод также способствует формированию чувства сопричастности и ответственности в духовном путешествии. Я согласен. Это позволяет людям глубже проникнуться своей верой и найти личное руководство. Замечательно, что у людей есть возможность исследовать Библию и ее учения по-своему. Это действительно так. Давайте и впредь будем поощрять индивидуальный перевод и учитывать различные точки зрения, которые он открывает. Я рад, что мы разделяем ту же точку зрения. Давайте будем способствовать открытому диалогу и взаимопониманию при толковании Библии. Совершенно верно. Вместе мы можем создать атмосферу взаимного уважения и уважения к личным духовным путешествиям. Урок 7. Преодоление барьеров. Привет, Анна. Знаете ли вы, что Уимблдон позволил профессионалам соревноваться вскоре после начала тура Кинга? Привет. Это интересно. Похоже, что Уимблдон стал прогрессивным в привлечении профессиональных игроков. Да, действительно. После успешного тура Кинга в других теннисных турнирах по всему миру также приняли участие профессионалы. Это существенный сдвиг в мире тенниса. Должно быть, это открыло новые возможности для профессиональных игроков. Совершенно верно. Это позволило талантливым игрокам продемонстрировать свое мастерство и соревноваться на более широкой сцене. Вдохновляет то, как были преодолены барьеры, что дает профессионалам возможность реализовать свое увлечение. Преодоление этих барьеров принесло пользу не только игрокам, но и обогатило спорт в целом. Могу себе представить, что это привнесло в теннисную сцену больше разнообразия и состязательности.
Определенно. Это побудило все больше игроков заниматься теннисом как профессией и повысило уровень игры. Важно отдать должное первопроходцам, которые проложили путь к равным возможностям в спорте. Совершенно верно. Их мужество и решимость оказали неизгладимое влияние на мир тенниса. Это напоминание о том, что прогресс часто достигается за счет оспаривания статус-кво и стремления к переменам. Это правда. Важно продолжать выступать за инклюзивность и равные возможности во всех сферах жизни. Принимая разнообразие, мы можем создать более динамичное и справедливое общество. Совершенно верно. Давайте отметим достижения тех, кто преодолел барьеры, и продолжим поддерживать прогресс. Вместе мы можем изменить мир к лучшему и вдохновить других преодолеть ограничения и осуществить свои мечты. Я рад, что у нас такое же мышление. Давайте продолжим ценить историю спорта и извлекать уроки из нее. Спасибо за эту содержательную беседу. Было приятно обсудить с вами эту тему. Точно так же. Я благодарен за наши обсуждения. Давайте продолжим исследовать и учиться вместе. Урок 8. Доброжелательные поступки. Привет, Анна. Знаете ли вы, что Отто Франк подружился с голландцами, которые работали с ним в его бизнесе? Привет. Это очень трогательно. Прекрасно, когда дружба выходит за рамки профессиональных отношений. Да, действительно. Когда Отто и его семья скрылись, эти друзья были готовы помочь ему. Это свидетельствует о силе сострадания и готовности протянуть руку помощи в трудные времена. Совершенно верно. Удивительно, как добрые поступки могут существенно изменить чью-то жизнь. Должно быть, эти друзья проявили огромную храбрость, поддерживая Отто и его семью в такой опасный период. Да, они рисковали собственной безопасностью, чтобы защитить себя и обеспечить их. Это действительно замечательно. Это свидетельство силы человеческих связей и связей, которые мы можем создать в сложных ситуациях. Определенно. Это напоминает нам о том, как важно проявлять сочувствие и отстаивать то, что правильно. Совершенно верно. Их действия вдохновляют нас проявлять сострадание и протягивать руку помощи нуждающимся. Важно признавать и ценить доброту других, особенно в трудные времена. Их дружба и поддержка, должно быть, принесли Отто и его семье утешение и надежду. Совершенно верно. Это напоминание о том, как небольшие добрые поступки могут повлиять на жизнь друг друга. Давайте постараемся быть добрыми и отзывчивыми, как эти друзья относились к Отто Франку и его семье. Не могу не согласиться с этим. Давайте будем источником позитива и поддержки для окружающих. Спасибо за этот содержательный разговор. Было приятно обсудить с вами эту тему. Точно так же. Я благодарен за наше обсуждение. Давайте продолжим исследовать и учиться вместе. Урок 9. Знакомство с новыми культурами. Привет, Анна. Тебе когда-нибудь приходилось изучать новый язык и адаптироваться к другой культуре? Привет, Джон. Да,
У меня был опыт переезда в другую страну и знакомства с новой культурой. Это очень интересно. Для этого необходимо желание изучать новые обычаи и языки. Совершенно верно. Погружение в новую культуру открывает мир возможностей и роста. Я могу себе представить, что это может быть одновременно и сложно, и полезно. Да, сначала может возникнуть дискомфорт, но по мере того, как человек становится более привычным, может развиться чувство комфорта. Приятно слышать, что Стив чувствует себя очень комфортно в Японии. Как он этого добился? Стив, вероятно, приложил усилия, чтобы выучить язык и понять обычаи Японии. Изучение языка, должно быть, сыграло важную роль в его интеграции. Совершенно верно. Язык – ключевой инструмент общения и налаживания отношений. Это позволяет установить более тесную связь с местным сообществом и лучше понять их образ жизни. Да, благодаря изучению языка и обычаев Стив смог полностью погрузиться в японскую культуру. Вдохновляет то, как люди могут адаптироваться и чувствовать себя как дома в другой стране. Да, это говорит о стойкости и открытости человеческого духа. Спасибо, что поделились своим мнением об освоении новых культур. Это ценный урок для всех, кто хочет пережить подобный опыт. Урок 10. Предохранять неудачи. Привет, Анна. Она многое узнает. Мы думаем, что иногда, когда что-то идет не так, как надо, мы думаем об этом, когда вы не сдаете экзамен в адвокатуру. Привет. Это правда. Неудачи могут быть разочаровывающими, особенно когда мы не достигаем желаемого результата. Да, это может обескураживать, но неудачи также могут стать ценными возможностями для обучения. Совершенно верно. Они дают возможность для самоанализа и роста. Важно помнить, что отказ от сдачи экзамена в адвокатуру не определяет наши способности или потенциал. Вы правы. Очень важно сохранять позитивный настрой и использовать полученный опыт как мотивацию к совершенствованию. Именно так. Мы можем использовать неудачи как ступеньку к успеху. Важно проанализировать, что пошло не так, и определить области, нуждающиеся в улучшении. Да, потратив время на оценку наших сильных и слабых сторон, мы сможем лучше подготовиться к следующей попытке. А обращение за советом к наставникам или профессионалам в этой области может дать ценную информацию и оказать поддержку. Совершенно верно. Они могут предложить советы и стратегии, которые помогут нам преодолеть трудности и достичь наших целей. Также важно сохранять настойчивость и не позволять неудачам мешать нам преследовать свои мечты. В самом деле, настойчивость и решительность– ключевые качества, которые необходимо развивать перед лицом неудач. Мы должны помнить, что неудача непостоянна, если мы не позволим ей произойти. Отличное замечание. Неудача– это всего лишь временная неудача на пути к успеху. Давайте воспримем неудачи как возможности для роста и продолжим двигаться вперед. Не могу не согласиться с этим. Давайте воспользуемся неудачами в качестве топлива для реализации наших устремлений. Спасибо за этот вдохновляющий разговор.
Было приятно обсудить с вами эту тему. Точно так же. Я благодарен за наше обсуждение. Давайте продолжим исследовать и учиться вместе. Урок 11. Дорожный этикет. Привет, Анна. Не могу поверить, что некоторые так ездят. Это так безответственно. Привет, Джон. Согласен. Неприятно ездить по одной дороге с такими плохими водителями. Для всех важно уделять приоритетное внимание безопасности и соблюдать правила дорожного движения. Определенно. Неосторожное вождение подвергает риску не только водителя, но и других людей. Совершенно верно. Мы все должны стремиться быть ответственными и внимательными водителями. Соблюдение надлежащей дисциплины на полосе движения и использование поворотников могут помочь предотвратить несчастные случаи. Да, сигнализация о наших намерениях позволяет другим водителям предвидеть наши действия. Также важно соблюдать безопасное расстояние от впереди идущего автомобиля, чтобы избежать столкновений. Совершенно верно. Задняя дверь опасна и не оставляет достаточно времени, чтобы отреагировать на внезапные изменения. И давайте не будем забывать о важности соблюдения скоростных ограничений для безопасности всех на дороге. Правильно. Превышение скорости является основной причиной дорожно-транспортных происшествий и снижает способность водителя эффективно реагировать. Не менее важно помнить о пешеходах и при необходимости предоставлять им право проезда. Да, мы всегда должны проявлять бдительность и быть готовыми уступать пешеходам, чтобы обеспечить их безопасность. И как водители, мы должны воздерживаться от отвлекающих факторов, таких как использование мобильных телефонов в дороге. Совершенно верно. Отвлечение внимания от вождения может иметь серьезные последствия, и этого следует избегать любой ценой. Давайте постараемся быть терпеливыми и вежливыми даже в сложных ситуациях на дороге. Согласовано. Ответы гневом или агрессией только повышают риски и ничего не решают. Соблюдая правила дорожного этикета, мы способствуем созданию более безопасных и гармоничных условий вождения. Спасибо за этот информативный разговор. Было приятно обсудить с вами эту тему. Урок 12. Шотландское великолепие. Привет, Анна, и ее люди сыграли важную роль в истории англоязычного мира. Привет, Джон. Шотландия действительно удивительная страна с богатым и легендарным прошлым. Шотландию можно условно разделить на два региона – высокогорье и низменность. Верно. Горная местность известна своими захватывающими пейзажами и суровой красотой. Знаменитое шотландское Нагорье – это величественные горы, мерцающие озера и живописные замки. Это волшебное место, где история и природа захватывающим образом переплетаются. Совершенно верно. С другой стороны, для низменностей характерны холмы и плодородные равнины. В низменностях проживает большая часть населения, и именно здесь расположены такие крупные города, как Эдинбург и Глазго. Эдинбург, столица, славится своей потрясающей архитектурой и яркой культурной жизнью. А Глазго известен своим искусством, музыкой и промышленным наследием. Это город, полный энергии и творчества.
Заслуживает внимания также вклад Шотландии в литературу, науку и философию. Да, такие известные личности, как Роберт Бернс, сэр Уолтер Скотт и Адам Смит, родом из Шотландии. Шотландцы обладают сильным чувством национальной гордости и своими культурными традициями. От горных игр до традиционной музыки и танцев, наследие Шотландии ценится с энтузиазмом. И давайте не будем забывать о шотландском виски, который известен во всем мире своим неповторимым вкусом. В самом деле, шотландский виски является краеугольным камнем экспорта Шотландии и символом мастерства. Природная красота Шотландии, богатая история и яркая культура делают ее увлекательным местом для изучения. Совершенно верно. Это страна, которая привлекает искателей приключений, любителей истории и тех, кто ищет аутентичные впечатления. Спасибо за этот информативный разговор. Было приятно обсудить с вами Шотландию. Урок 13. Отважные паломники. Привет, Анна. Король узнал, где они находятся, и попытался арестовать их. Поэтому они придумали другой план. Привет, Джон. Лидеры паломников, такие как Уильям Брюстер, были полны решимости найти способ исповедовать свои убеждения. Они знали, что им нужно избежать преследований и найти место, где они могли бы свободно совершать богослужения. Они решили отправиться в путешествие в Новый Свет в поисках религиозной свободы и лучшей жизни. Это было смелое решение оставить все, что они знали, в неопределенное будущее. Совершенно верно. Во время путешествия через Атлантику они столкнулись с множеством проблем и трудностей. Судно Mayflower, на котором они плыли, по пути столкнулось со штормами и бурным морем. Несмотря на трудности, паломники выстояли и в 1620 году встали на якорь в Плимуте, штат Массачусетс. Прибыв на новую землю, они столкнулись с суровыми зимами и ограниченными ресурсами, но их решимость не поколебалась. Коренные американцы, как и Скуанта, сыграли решающую роль в выживании и адаптации паломников. Благодаря своей стойкости и сотрудничеству паломники основали Плимутскую колонию, основу будущих поселений. Их история – свидетельство человеческого духа и стремления к свободе и возможностям. Путешествие паломников и создание Плимутской колонии оставили неизгладимый след в американской истории. Их наследие ежегодно отмечается во время Дня Благодарения, приуроченного к празднику сбора урожая. Стремление паломников к свободе вероисповедания и их непоколебимый дух продолжают вдохновлять людей и сегодня. Их история напоминает нам о том, как важно отстаивать свои убеждения и смело преодолевать трудности. Спасибо за этот информативный разговор. Было приятно обсудить с вами паломников. Урок 14. Реформация Мартина Лютера. Привет, Анна. Лютер считал, что неправильно позволять людям покупать свободу совершать действия, противоречащие учениям церкви. Привет, Джон. Позиция Мартина Лютера против продажи индульгенций послужила толчком к протестантской реформации. 95 тезисов Лютера, вывешенные на дверях церкви, бросали вызов авторитету и практике католической церкви. Его произведения распространились по всей Европе,
что привело к широким дискуссиям и дебатам о вере и религиозном авторитете. Лютер подчеркивал важность веры и Библии как основного источника религиозной истины. Он верил в священство всех верующих и выступал за перевод Библии на местные языки. Идеи Лютера нашли отклик у многих, кто был недоволен коррупцией и иерархией в церкви. Протестантская реформация привела к созданию различных протестантских конфессий и значительному изменению религиозной власти. Это также имело глубокие политические и социальные последствия и определило ход истории в Европе. Реформация бросила вызов статус-кво и проложила путь к свободе вероисповедания и индивидуальному толкованию Библии. Смелость Лютера отстаивать свои убеждения продолжает вдохновлять людей задавать вопросы и искать истину. Его влияние на христианство и религиозную мысль неоспоримо и ощущается по сей день. Спасибо за этот информативный разговор. Было приятно обсудить с вами Мартина Лютера и реформацию. Урок 15. Свобода выбора. Привет, Анна. Люди должны иметь возможность выбирать, что они хотят смотреть по телевизору. Привет, Джон. Многие из этих людей считают, что жестокое телевидение вряд ли повлияет на поведение. Уже много лет ведутся споры о том, влияет ли контент с применением насилия на реальные действия. Некоторые утверждают, что люди могут самостоятельно принимать решения о просмотре без внешнего вмешательства. Они верят в личную ответственность и в то, что насилие не обязательно приводит к агрессивному поведению. Однако другие утверждают, что средства массовой информации, включая телевидение, могут формировать взгляды и поведение, особенно у уязвимых лиц. Они подчеркивают важность ответственного программирования и потенциальное влияние на впечатлительные умы. Исследования показали корреляцию между агрессивным потреблением средств массовой информации и агрессивными тенденциями. Но также важно учитывать другие факторы, способствующие насилию, такие как воспитание и личный опыт. Верно. Это сложный вопрос, на который нет однозначного ответа. Разные люди могут по-разному реагировать на влияние СМИ. Вот почему важно провести открытые обсуждения и изучить разные точки зрения на этот вопрос. Совершенно верно. Критическое мышление и медиаграмотность могут помочь людям ориентироваться в потребляемом контенте. В конечном итоге необходимо найти баланс между свободой выбора и ответственной медийной практикой. Повышая осведомленность и понимание, мы можем способствовать формированию более информированного общества. Спасибо за этот наводящий на размышления разговор. Было приятно обсудить с вами свободу выбора. Урок 16. Предпочтения в отношении напитков. Привет, Анна. Давайте поговорим о множестве разных напитков. Привет, Джон. Есть из чего выбирать, от безалкогольных до алкогольных напитков. Многие люди ценят вкус алкогольных напитков, но многим также нравятся безалкогольные альтернативы. Это правда. Некоторые предпочитают богатство и сложность вин, а другим нравится свежесть пива. И давайте не будем забывать о коктейлях,
которые предлагают широкий выбор вкусов и комбинаций. Совершенно верно. Коктейли могут быть одновременно креативными и освежающими, а их возможности безграничны. Из безалкогольных напитков можно заказать освежающие фруктовые соки, смузи и травяные чаи. Эти напитки обеспечивают увлажнение и всплеск натуральных ароматов без содержания алкоголя. Интересно, что личные предпочтения могут так сильно различаться, когда речь идет о напитках. Да, вкусовые предпочтения различаются в зависимости от культурного происхождения, личного опыта и даже настроения людей. И замечательно иметь возможность исследовать и открывать для себя новые вкусы. Попробовать разные напитки — настоящее приключение, позволяющее нам по достоинству оценить искусство миксологии и мастерство пивоварения. Также важно принимать ответственные решения и пить умеренно. Совершенно верно. Умеренность обеспечивает удовольствие без ущерба для здоровья и благополучия. Спасибо за этот увлекательный разговор. Было приятно обсудить с вами предпочтения в отношении напитков. Урок 17. Драма в зале суда. Привет, Анна. Давайте поговорим о напряженной атмосфере в зале суда. Привет, Джон. Зал суда может быть захватывающим местом, особенно во время судебного разбирательства. Как правило, в зале царит предвкушение, когда судья и адвокаты занимают свои позиции на переднем плане. Адвокаты усердно излагают свою позицию, допрашивают свидетелей и представляют доказательства. Удивительно видеть, как они строят свои аргументы и используют методы убеждения. Перекрестный допрос может оказаться особенно сложным, поскольку адвокаты ставят под сомнение достоверность показаний свидетелей. Свидетели играют решающую роль в драме в зале суда, делясь своими показаниями и опытом. Их слова могут повлиять на исход судебного процесса и повлиять на жизнь вовлеченных лиц. Судья своим авторитетным присутствием обеспечивает справедливость и законность судебного разбирательства. Они выносят решения, обрабатывают возражения и помогают присяжным вынести вердикт. Жюри, состоящее из обычных граждан, внимательно слушает и обсуждает судьбу подсудимого. Напряженность нарастает по мере того, как присяжные выносят вердикт и закрывают судебное разбирательство. Зал суда — это театр правосудия, где разворачиваются истории и жизнь может навсегда измениться. Она демонстрирует силу правовой системы в урегулировании споров и обеспечении соблюдения закона. Спасибо за этот увлекательный разговор. Было приятно обсудить с вами драму в зале суда. Урок 18. Изучение языка с помощью видео. Привет, Анна. Подобные видео делают изучение языка более увлекательным и эффективным. Привет, Джон. Я рад, что они вам полезны. Визуальный и аудиоконтент может улучшить овладение языком. Совершенно верно. В видеороликах рассказывается о реальном контексте, практике произношения и знакомстве с различными акцентами. Они также предлагают визуальные подсказки, которые помогают понять и запомнить новый словарный запас. Кроме того, учиться с помощью видео приятно, как будто вы смотрите мини-урок языка. Это все равно, что погрузиться в язык, не вставая с места.
А разнообразие доступного видеоконтента позволяет нам исследовать различные темы и области интересов. Будь то учебные пособия, интервью или короткометражные фильмы, каждое видео предоставляет уникальные возможности для обучения. Видеоролики также дают возможность наблюдать за естественными выражениями и жестами носителей языка и изучать их. Они могут помочь нам понять нюансы языка, которые учебники могут не отражать. Именно так. Видеоролики устраняют разрыв между формальным изучением языка и его использованием в реальных условиях. И мы всегда можем воспроизвести их, приостановить или перемотать, чтобы полностью понять содержание. Спасибо, что оценили ценность видео в изучении иностранных языков. Я рад, что могу помочь вам в изучении английского языка. Я благодарна за ваше руководство. Давайте продолжим исследовать и учиться вместе с помощью увлекательных видеороликов. Совершенно верно. Обучение с помощью видео — это увлекательный и эффективный способ улучшить наши языковые навыки. Урок 19. Балансировка приоритетов. Привет, Анна. Найти баланс между обязанностями может быть непросто. Привет, Джон. Это правда. Иногда нам приходится совмещать несколько задач и принимать трудные решения. Недавно мои друзья принесли мне домой домашнее задание, и у нас было несколько очень приятных визитов. Звучит приятно, но мне пришлось смириться с тем, что я не смог присоединиться к ним. Для выполнения наших обязательств важно расставлять приоритеты и эффективно распоряжаться своим временем. Совершенно верно. Нам необходимо оценить важность и срочность каждой задачи. Расставляя приоритеты, мы можем разумно распределять свое время и энергию. Также полезно делегировать задачи или обращаться за поддержкой в случае необходимости. Да, обращение за помощью может облегчить нагрузку и предотвратить выгорание. И очень важно сообщать другим о наших ограничениях и границах. Выражая свои ограничения, мы можем оправдать ожидания и избежать чрезмерных обязательств. Уравновешивание приоритетов требует самосознания и способности принимать обоснованные решения. Этот навык развивается со временем и с практикой. Действительно, достижение равновесия позволяет нам вести продуктивную и полноценную жизнь. Спасибо за обсуждение важности сбалансирования приоритетов. Это важно для личностного роста и успеха. Урок 20. Незабываемые путешествия. Привет, Анна. У тебя когда-нибудь были незабываемые впечатления от путешествия? Привет, Джон. Конечно. Одна из моих самых запоминающихся поездок произошла во время моего визита в Париж. Звучит потрясающе. Не могли бы вы поделиться одним из самых ярких моментов вашей поездки? Конечно. Помню, что посадка прошла гладко, с нее открывался прекрасный вид на город. Должно быть, захватывало дух. Что вы делали после того, как выскочили из самолета? Я поблагодарил бортпроводников за их службу и отправился исследовать город. Изучение нового места может быть очень увлекательным. Чем вы занимались в Париже? Я посетил такие знаковые достопримечательности, как Эйфелева башня, и совершил прогулку на лодке по Сене. Звучит живописно. Вы пробовали местную кухню во время поездки?
Абсолютно. Я побаловал себя вкусной выпечкой, французским сыром и изысканными винами. Звучит как гастрономическое наслаждение. Сталкивались ли вы с языковыми барьерами во время вашего пребывания? Было несколько случаев, когда мне приходилось полагаться на базовые французские фразы, но большинство людей были дружелюбны и понимали. Здорово, что вы смогли эффективно общаться. Обзавелись ли вы новыми друзьями во время поездки? Да, я познакомился с попутчиками из разных уголков мира и обменялся историями и опытом. Знакомство с людьми из разных слоев общества может быть полезным. Что вы чувствовали, когда пришло время уезжать из Парижа? Было горько-сладко. Мне было грустно уезжать из города, но у меня остались прекрасные воспоминания и впечатления. Спасибо, что поделились незабываемым путешествием. Похоже на фантастическое путешествие. Так оно и было. Путешествия позволяют нам расширять кругозор и создавать незабываемые воспоминания. Давайте продолжим исследовать мир и учиться на примере наших приключений. Спасибо за наши увлекательные беседы. Урок 21. Тропический рай. Привет, Анна. Вы когда-нибудь посещали тропические места? Привет, Джон. Да, мне посчастливилось исследовать несколько тропических райских уголков. Звучит замечательно. Что делает тропические места такими привлекательными? Что ж, они известны своей прекрасной погодой. Температура обычно составляет от 20 до 30 градусов по Цельсию. Это идеальное место для активного отдыха и принятия солнечных ванн. В каких тропических местах вы бывали? Я побывал на Бали, Гавайях и Мальдивах. В каждом из них было свое неповторимое очарование. Бали известен своими потрясающими пляжами и яркой культурой, верно? Абсолютно. Пляжи чистейшие, а местные жители невероятно гостеприимны и дружелюбны. А как же Гавайи? Я слышал, что это рай для любителей серфинга. Да, Гавайи — рай для серферов. Волны здесь просто фантастические, а с островов открываются захватывающие дух пейзажи. А что особенного в Мальдивах? Мальдивы славятся своими роскошными курортами, кристально чистой водой и яркой морской жизнью. Наверное, это место мечты для любителей сноркелинга и подводного плавания. Действительно, исследование красочных коралловых рифов и плавание рядом с экзотическими рыбами — это незабываемые впечатления. Могу себе представить. Пробовали ли вы местные деликатесы во время своих тропических приключений? Да, я наслаждался свежими морепродуктами, тропическими фруктами и освежающей кокосовой водой. Звучит как кулинарное наслаждение. Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями во время поездок? Языковые барьеры и адаптация к местным обычаям иногда были непростыми, но это только добавляло приключений. Действительно, погружение в разные культуры может быть одновременно увлекательным и познавательным. Совершенно верно. Это расширяет наш кругозор и обогащает наше понимание мира. Спасибо,
что поделились впечатлениями о тропических путешествиях. Похоже, вы совершили невероятные путешествия. Это было очень приятно. Давайте продолжим исследовать и наслаждаться красотой нашего разнообразного мира. Совершенно верно. Давайте продолжим учиться и ценить чудеса, которые нас ждут.